Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Нашли интересный проект, называется War Raiders, и это еще одна игра на блокчейне. И самое интересное то, что это машинки напоминают мне как Кармагеддон, где можно будет воевать и зарабатывать токены, плюс грабить каких-то других ребят, которые пытаются заработать в игре. Петруха, здорово! Здорово, Кирилл, всем привет. Спасибо за ваши лайки и подписки. Интересный проект, да. Будем грабить корованы, да, так называемый. Мгм. Самое главное, что она free-to-play, то есть ничего заранее покупать и качать не надо, да. Ну, как Мгм. качать? Качиваем клиент, у вас автоматически дают пока что бесплатную машину, кто успеет, да, быть в первой очереди. И все, и вперед, можно играть. Да. Поэтому линк в описании, заходим по нашей ревке и регистрируемся, пока не поздно. Вот так, друзья, выглядит, точнее, геймплей. Как видите, машинка, есть оружие, есть ракетница, есть пулемет, карта. И мы должны тут на этой карте, вот есть точки, до них доезжаем, и там можно зарабатывать, получается, БЗН, это как раз таки токены. Фишка в том, что такие же ребята, как я, могут заходить и, получается, не собирать эти токены с бензоколонок, а просто пытаться уничтожить мою машину, тем самым меня ограбить. То есть я могу заниматься такой же темой, но, понятное дело, мы пока изучаем, поэтому никого копать, наверное, не будем. Будем пытаться только отбиваться. Да, что-то твоя бесплатная машина в гору не хочет заезжать, да, по-моему? Но я не знаю, может быть и тут даже не бесплатная, да, может быть любая машина будет так медленно ехать в горы, я, честно говоря, не знаю. Сравнивать пока не с чем. Но вот такие маршруты, которые я выбираю там через горы, они более безопасные, потому что по дорогам ездят всякие опасные ребята, которые могут тебя просто уничтожить. Вот мы до этого пробовали, когда зашли в игру, чуть-чуть собрали токена, и на меня напали вдвоем. То есть ребята играли уже вместе, получается, и вдвоем, естественно, они легко смогли забрать мои ценные ресурсы денежные. Так, вот мы почти доехали до бензоколонки, сейчас посмотрим. Я тут Расскажи, может быть, немножко про интерфейс, где что, как показывается. Ну, тут стандартно, вот если сейчас сделать паузу, есть три гаража, получается, они подсвечены таким фиолетовым оттенком, и есть вот эти точки, это бензоколонки. Надо до них доезжать, получается, и зарабатывать там токены. Да, Кулдаун, ну, левый да. нижний угол показаны вон управление, то есть escape можно самоуничтожаться, если зажать, если вы не хотите отдавать килл, да. Ну, либо вы Там, застряли где-то в текстурах, тут если да, куда-то улетите там. кушкой можно вон там менять оружие, зажимаем Shift вроде нитро, но нитро требует вот этой вот как раз криптовалюты, которую мы майним. И у них прикольный слоган, типа майни или умри, короче. Да. Тоже нормально так это. Да, Так, покажи, вот. сколько там баланс. Да. Вот это мы забираем, друзья. Видите, у нас на счету появляются уже токены. Уже это Да. есть какой-то заработок с этого. Кулдаун этой бензоколонки, по-моему, 5 минут, да, Петруха? Да, вроде типа того. То есть я могу сейчас, по идее, 5 минут тут ждать просто и забрать, да? Ну, наверное, смысла в этом мало, просто сидеть ждать, потому что как минимум кто-то может приехать на эту бензоколонку и накидать еще параллельно мне. Да. Поэтому сейчас поедем на другую. Чтобы заработать эти токены, их надо обязательно вернуть в гараж. Да, Если вы то есть сейчас они у меня вернете- находятся в состоянии того, что меня могут их забрать очень легко. Да. То есть у тебя бак, можно сказать, его может максимум 50 на этой машине перевозить. Вроде там есть и побольше, и покрупнее машины. Ну, я думаю, побыстрее, более вооруженные. Да. Еще что можно сказать, у них проходят какие-то ивенты раз в неделю, приурочены к каким-то праздникам или каким-то знаменитым датам. Там вроде бы намного больше насыпают. То есть мы еще пока не знаем, не пробовали, но читая их соцсети, это вроде вот пару дней назад было. Тут получается... Естественно, есть у них какие-то паки, извини, у них есть какие-то паки на продажу, вот они пока на альфа, естественно, тоже продают какие-то особенные там оружия, сундуки, машины, но это все пока нас не так сильно интересует на данный момент, да? Ну да, пока изучаем. Как вы можете увидеть, самые дальние точки, мне кажется, там народу мало, потому что, ну, с точки на точку, видите, довольно-таки долгий маршрут сам по себе. Проще где-то колесить, именно вот мне мышкой не показать, проще, где большее количество точек сгенерировано на меньшем радиусе. То есть там получается заработок больше.
Но здесь как-то безопаснее, как видите, пока никого нет. То есть я до этого ездил, там где больше точек, там народ на самом деле тоже колесит. Некоторые настроены агрессивно, некоторые нет, потому что, ну, очевидно, что кто-то зашел тоже, как я, да, то есть еще не понимает силу своего вооружения, на кого можно нападать, на кого не стоит, кого, естественно, лучше там да, спрятаться попробовать, чтобы он не заметил тебя. Но до этой точки уже довольно-таки далеко ехать, возможно, там много будет ценного БЗН этого. Так, можно немножко, наверное, рассказать про компанию. То есть они уже это 2019 года пилят, основаны в 2016 году уже. То есть какие-то интерпренеры, какие-то бизнесмены в Нью-Йорке, где компания их дали им денег. Тот там Влад какой-то у них подозрительный. Влад, Дмитрий. Позже тут Игнат. Какие-то есть корни такие нормальные, да? Геймеров. О, У них кстати, тут интересно. много было. О, 0.13 сейчас. Так, ну вот, видите, тут, можно, конечно, здесь сидеть, просто чилить, допустим, где-то в угол там забиться и каждые 5 минут собирать, да, потому что там вряд ли кто-то в углу будет тебя мониторить. Как вариант, кстати, как идея. Зашел просто в игру, сидишь там в углу, потихонечку лутаешь, потому что до этой точки вряд ли кто поедет, кроме меня. Так, наша все задача, могут. смотри, заехать в гараж. Давай попробуем заехать в гараж, то есть отдать, да, вот эти БЗН на баланс сохранить. И потом поедем, наверное, в центр, где-то там зареспавнимся, попробуем найти кого-нибудь, чтобы с ним постреляться немножко, чтобы показать больше геймплей. Потому что мы пока показываем такой именно сейф какой-то фарм. Да, можно еще сказать, что это все происходит на сети Ethereum, примерно как и большинство проектов. То есть, чтобы вывести эти валюту из игры, вам придется платить транзакцию. Но на сегодняшний момент транзакции в эфире уже такие конские, и они стоят там $15, $10. То есть, если вы накопили достаточно криптовалюты местной, то можно это себе позволить. И вроде как курс один вот этот BZN это 50 центов доллара. То есть вот чуть-чуть поездили, да, 5 центов ты уже заработал. Ну, заработали немного. Понятное дело, что мы как бы ездим по окольным совсем путям. И там есть какие-то еще, по-моему, различные карты. Но вот еще пока вот не уверен, да, это еще тестируем. Может быть, на этой карте там как бы меньше фарм, но она более такая безопасная. То есть надо еще будет Я думаю, тестировать. если сюда залететь человек 50-100, здесь совсем по-другому начнет все скалироваться и больше, быстрее будет Ну там, да, там производительство. вроде есть какая-то такая тема, что чем больше людей на карте, тем вроде больше на этих точках БЗНа будет. Именно Прикинь, у что- них это чем больше игроков, тем больше график карт, да, и они просто майнят эфир, вам отдают, ты сам Да-да-да. себе майнишь. Ну, самомайн, нет? Да, плюс и игры, да, все равно. Не, ну ты как бы играешь, ты как бы не просто что-то делаешь, там, да, поставил, и у тебя процессы работают. Здесь ты можешь пытаться кого-то там напрягать, забирать его ресы. Вот, допустим, прикинь, сейчас было бы у меня 50, да, вот этих БЗНа. Уже немножко такой легкий мандраж, наверное, был бы. Что тебя сейчас могут напасть кто-то. Нужна была бы уже охрана, да, верные спутники Ну вот, да, Да. на мобильных каких-то там боевых Lamborghini. да-да-да. Так, ну мы доехали почти до гаража. Сейчас сохраним наш лут. Что больше всего радует, что пока все, что мы буквально вот покликали, установили, запустили, не было никаких-то проблем, ошибок, да, тормозов. Вроде все нормально. То есть это уже достаточно хороший признак, что игра рабочая, да, что какой-то рабочий продукт. Да, вот тут, чтобы перезалить, вам надо нажать F, и тогда с вашего машины оно перегружается в ваш гараж. Да, вот видите, токены уже появляются. Так, сейчас сделаем плей и пойдем, наверное, где-то вот сюда, ближе, к другой точке. Сейчас попробуем кого-то найти. То есть, видите, Возле тут- гаража стой, и кто-нибудь да будет возвращаться, наверное, нет? Ну, как вариант, но его убить вряд ли получится успеть за этот короткий промежуток времени. Гоп-стоп из-за угла. Сейчас как всегда, когда катаешься так... Ого, видно, видно. Видите? Поехали за ним. Вот, можно даже сейчас уже стрелять. Или можешь сейчас ракетами в него попробовать попасть. Видишь, надо повыше брать. О, есть пробитие.
Поехали за ним тогда. Кажется, нам бы его с другой стороны встречать. Ну, как вариант. Ну, а как он, я же не знаю, как он поедет. Ну, видите, как долго туда. Вот самый пиковый момент, когда можно было его гопнуть, это, по-моему, упущен уже. Ты не попал. Ну да, надо было, мне кажется, остановиться, чтобы прицел не дергался, потому что мы ехали по горкам, и прицел немножко... Вроде бы пробел тормоз, ну. Ручник. Теперь самая проблема будет найти Жди его его. внизу где-нибудь. Вспоминай, как ты отсюда уезжал, так он поедет. Жди его внизу. Чисто гопер такой, жди его внизу. Поехали до нижней бензоколонки, по-любому что-нибудь встретим еще кого-нибудь. Так, просто ждать его можно очень долго, друзья. Но зато видите, вот уже первые бойцы вражеские. Хотя, наверное, вражеский был я, агрессивно настроенный. У них, кстати, машина была такая же, как у меня, а меня гопнули на каких-то джипах до этого. Опа. Опа, теперь тебя, вот смотри, сейчас тебя больше, чем у тебя в гараже уже. Да, теперь у меня есть такое ощущение, что надо валить отсюда, да? Я говорю, тут, конечно, сейчас пободрее будет в центре, потому что точки, они близко расположены, и ребята тут колесят вокруг них. По горам не езди. А как туда проехать, если не по горам? Ну, объезжай вот это все. А как, если она в горе находится, в середине? А ты, я думал, ты в гараж собрался. Не, в гараж, сам ездишь. Не, это гараж, это на очке надо быть, а тут надо сейчас на характере пытаться кого-то гопнуть еще с этим, с деньгами. Так, да, интересно смотреть, когда ты убиваешь, выпадает ли этот, или он самоуничтожается. Но как бы если бы он уничтожался, смысла вообще бы не было. Ну, самоуничтожаться долго. Не, ну я имею в виду, ты кого-то взрываешь, после него остается ли это бензин? Не знаю, что тестировать будем. Такая музыка тут прям бодрая. Так, я так понимаю, вообще у них хорошее партнерство со всякими площадками, где продают NFT-шки. Это OpenSea, Vax Wallet и еще какая-то одна. То есть у них уже интеграция есть и там рынок продается. OpenSea это хорошее такое объяснение, можно назвать его. Мне понравилось, зарубежные ютуберы назвали это как eBay для NFT, да, то есть люди сами туда приходят, выставляют, продают, покупают, и площадка просто берет какую-то комиссию, да. То есть вы там чем угодно можете торговать почти. Так, еще одна точка. Что-то как-то вот прям везет пока на отсутствие ребят. И на присутствие Куплева. Всех распугал. Так, ну поехали на нижнюю. Не, ну мы одного, получается, увидели бойца, который в гору заезжал. До этого мы встречали, наверное, двоих, которые меня обстреляли, убили, получается. Они, походу, были вместе, потому что они нападали только на меня. Либо я как-то подсвечиваюсь, как, знаете, как легкая добыча. Сейчас даже, видите, цвет машины поменял. До этого у меня был ярко-красный, а сейчас такой блеклый сделал, чтобы не так видно меня было издалека. Да. Так, ну пока как едем. ощущения? Как ощущения? Не, ну так прикольно поездить. Только надо побольше повоевать, надо подумать, да, на стратегии, что лучше делать. Либо просто ездить фармить с его дальней точки, где там вообще никого нет. Либо вот эти более агрессивные маршруты выбирать. Понятное дело, что карту я еще не знаю. Тут, наверное, скорее всего, ребята по дорогам больше ездят, а я езжу, видите, как-то больше по горам тут. За счет этого скорость фарма уменьшается, потому что не настолько быстро машина едет. Но это надо изучать именно саму карту больше. Да, мне кажется, конечно, в этой игре может быть скучновато. Все зависит от играющих, да, если ты будешь один ездить, то тебе быстро это надоест. Если будет какая-то движуха, она попробовать будет в ивент, да, поиграть. Что здесь происходит вообще? Сколько ли игроков? Ну да. Не, ну тут как бы выбираешь, либо ты фармишь, либо ты пытаешься гопать. Да, если гопать, то, понятное дело, что это другой азарт в игре. Так, сейчас доедем, получается, до верхней точки и будем пытаться сохранять. Если что, я думаю, кого-то сейчас найдем, потом отдельно сделаем какую-нибудь боевку тут, покажем. Потому что если долго будем так ездить в холостую, потому что, как всегда, когда врубаешь запись, никого нет.
Назло. Так, ну зато везде вот эти, кстати, да, фармится, смотри. Да. Чё много? Опа. Что-то, короче, надо валить, что-то я уже передумал воевать. Опа-то машина. О, видите, друзья? О, Давай Давай. быстрее объезжай, расходись с ним, нет? Мне кажется, ты его не пробьешь. Это он на Ламборджини. Да-да-да, как-то видите, на какой он шустрой машине ехал? Говорит, нападает на него. Это вот покупная, донатерская. О. Ну, походу, нас и гопнули. Так, надо сейчас как-то... Так не едь ты назад. Да, мне не уехать надо. Еще 58% жизни. Мне как-то Да. повернуться надо, чтобы я мог с ракейн стрелять. Вова, давай. Ну, то, что есть ракеты. По-моему, я его не пробиваю от слова. А, не, пробивают, смотрите. Где у него У него вот жизнь? У тебя 3%, 2%. Вот видите, Всё. как быстро он это расправился. Задонил, да? А, Это, наверное, ну, разраб на Ламборджини гоняет, и чтобы тебя подгорало, и ты купил у них. Блин, кстати, столько потеряли, так много. Черт, надо вернуться. Ну, кстати, что-то ракейнцы мало дамажили. Такое ощущение, что только с пулемета. Но видите, я развернулся назад, потому что у меня хотя бы спереди есть ракеты, то есть больше оружия. А если просто ехать от него, то есть у него машина быстрее, и с пулемета я бы явно не настрелял столько. А маневрировать, когда у тебя машина медленнее, то понятное дело, что как бы надо было принимать бой. В итоге пробили, щит полностью мы с него сняли, и процентов, наверное, 15-20 отняли еще хп. Ну, конечно, не так много, но для первого опыта, я думаю, нормально. Так, что еще есть в игре? Тут давай посмотрим. Вот видите, моя машина, показана ее максимальная скорость, БЗ, танк, армор, показано тут оружие. Ну, оружие, кстати, почему-то я тут не вижу. Тут они вот есть weapons, но у нас нет каких-то, по ходу, ну, изменений, да, по оружию, то есть мы не можем что-то другое внедрить. Ну, это базовая какая-то. Да, базовая упаковка. рухлядь, которая у нас есть. И вот, получается, есть вот карта. Покажи, как запустить, а то, может быть, не все разберутся. Надо сначала зайти на Vehicles, да, то есть это ваше... Да, на машину надо зайти, потом, друзья, нажимаете вот play, и все. Дальше, получается, выбираете откуда будете стартовать. В принципе, Ну, всё, я думаю. да, в принципе, тут все, друзья. Заходите по нашей реферальной ссылочке, будет она под описанием. На этом все. Всем спасибо, пока-пока.